Пользователи Reddit рассказывают, какое глупое правило им когда-либо приходилось соблюдать. Можете считать это бредом, но я работаю в нефтяной промышленности. Безопасность, конечно, важна, но некоторые компании поднимают ее до уровня тупизма. Не буду озвучивать бренд, но в одной штаб-квартире нефтяной компании есть правило. Помимо того, что вы должны пользоваться поручнями на лестнице, это понятное дело, вы также должны использовать их, когда идете по прямым коридорам, которые без подъемов и спусков. Там абсолютно плоские полы. И по бокам на стенах установлены поручни. Это просто архитектурная жесть какая-то. Ко всему прочему, люди, которые там работают, соблюдают эти правила. И если вдруг кто-нибудь заметит, что ты это правило не соблюдаешь, он сразу доложит руководству, даже если ты не их сотрудник, а посетитель. И с тобой обязательно проведут разъяснительную беседу, как будто ты совершил что-то чересчур опасное. В моей школе было глупое правило. Во время перемены ученикам запрещалось стоять кругами, потому что администрация школы считала, что в круг собираются только хулиганы и разные банды, а некоторые учителя боялись за свою жизнь. Поэтому мы всегда стояли группами в форме квадрата. Когда я работал в университетской библиотеке, нам разрешали пользоваться интернетом на компьютерах, которые были предназначены для посетителей, но только когда мы выполнили свою работу и были свободны. Однажды на одном из компьютеров появился вирус, и после того, как специалисты исправили это, нам сразу запретили пользоваться интернетом конкретно на этом компьютере. На других, по-прежнему, мы могли делать свои дела. Было совершенно очевидно, что наш директор не знал, как вообще работают компьютеры. Он считал, что если компьютер поймал вирус, значит больше им воспользоваться нельзя, даже если вирус удален. Когда я был подростком, моя мама была одержима стиркой и уборкой дома. Почти каждый день она заставляла меня снимать одежду и класть в машинку, хотя она не была грязной. Как только я это делал, мама заставляла меня сразу идти в душ и только потом одевать чистую одежду. После этого она начинала мыть полы, а я должен был сидеть в строго определенном месте, где она скажет, и этот цикл повторялся каждый день. В моей средней школе по обеим сторонам главного здания было две лестницы. По одной разрешалось подниматься и спускаться, а по другой можно было только подниматься. Если кто-то часто нарушал это правило, директор мог даже вызвать родителей в школу из-за этого. Где логика во всем этом, я до сих пор так и не понял. Я работал в управляющей компании, и в конце каждого месяца нам нужно было рассылать письма со счетами за услуги нашим клиентам. Вы наверняка видели такие конверты с прозрачными окошками, в которых написаны адрес и инициалы получателя. Так вот, нужно было сложить лист определенным образом, чтобы место с информацией совпало с этим окошком. До меня здесь работал парень, который всегда складывал лист так, что в окошке конверта было пусто и не было никакой информации. Я подумал, что это неправильно, и начал складывать как положено, чтобы клиент получал письмо и мог видеть, кому оно адресовано. Мой босс отругал меня и сказал, чтобы я делал как тот человек, который работал до меня, объясняя это тем, что клиенты уже привыкли к таким пустым конвертам и могут подумать, что письма отправили не мы и не оплатят счет. Я недолгое время работал на парфюмерной фабрике. Мое временное агентство любило отправлять меня в самые странные места. Обычно меня ставили на производственную линию, где я должен был закручивать крышки на пузырьках, запечатывать упаковки и тому подобное. А в этот раз я должен был разбирать пустые и бракованные коробки на макулатуру. Эти коробки были довольно крепкими. В них перевозили стекло или другие деликатные материалы, так что они были очень хорошо скреплены и склеены скотчем. Поэтому я нашел перочинный нож и стал просто разрезать их, и моя производительность ускорилась вдвое. Через несколько минут сотрудник, который наблюдал за процессом и соблюдением техники безопасности, подбежал ко мне в ужасе, как будто у меня в руках был не перочинный и не крошечный нож, а самурайский меч, и сказал, чтобы я убрал его немедленно, пояснив при этом, что это небезопасно. Я не увидел вообще никакого здравого смысла в этом правиле. Я должен был буквально разрывать эти коробки в течение 8 часов, только с помощью своей силы. И еще я был единственным белым парнем там. Никто не общался со мной, поэтому я даже начал говорить сам с собой. Вскоре после этого мне пришлось уйти. Я просто не мог работать в месте, где здоровье и безопасность подавляли какой-либо базовый здравый смысл. Я девушка, и когда я была подростком, мой отец запрещал мне носить бейсболку или бандану до тех пор, пока волосы не будут ниже плеч как минимум. Отец всегда считал, что головной убор и короткие волосы выглядели слишком по-мужски. У меня волнистые волосы, и трудно было бы достичь большой длины, поэтому в детстве я никогда не носила головные уборы. Ни бейсболки, ни панамы, вообще ничего. Наш учитель однажды обнаружил, что я, 10-летний ребенок, рисую в тетради, которая была в линейку. Она схватила ее и вырвала все 80 страниц с моими произведениями, затем сложила их пополам и сказала, что рисовать можно только в тетради в клетку, произнеся это со строгим взглядом, незадолго до того, как положить их в мусорное ведро за ее столом.
В нашей школе были раздевалки и ванные комнаты, в которых мы переодевались перед занятием физкультурой. Бред в том, что ванные комнаты в раздевалках не должны были использоваться для переодевания. Если вас поймают на переодевании в ванной, а не в раздевалке, вы получите выговор за плохое поведение или вас отстранят от занятий. Я понятия не имею, чем руководствовалась администрация перед введением этого правила. Некоторые дети стесняются, это ведь средняя школа. Не каждому подростку удобно показывать свое обнаженное тело группе сверстников. Я работала в должности хостес. Это лицо компании, задачей которого является встреча гостей в ресторанах, отелях, на больших выставках и конференциях. Однажды наш менеджер ввел новое правило. Оно гласило о том, что мне не разрешается покидать свое место у входа в ресторан. Хочу сразу добавить, что клиенты при входе сразу интересовались о наличии свободных столов в ресторане, и я обязана была знать эту информацию. Но так как теперь мне запрещалось уходить оттуда, даже для того, чтобы посмотреть, мне пришлось на протяжении всего вечера отвечать клиентам на этот вопрос, что «Добрый вечер, я понятия не имею, мне не разрешено уходить с этого места». Клиенты с недоумением смотрели на меня, а я повторила этот ответ раз 50 за вечер. Я работал в семейном развлекательном центре, там были аркады, разные игры и прочее. Владельцам почему-то пришло в голову, что все, кто носил бейсбольную кепку задом наперед, были плохими людьми. Поэтому сотрудники должны были немедленно подойти к любому, кто носит кепку задом наперед, и сказать, чтобы он перевернул ее. И если они отказывались, мы должны были выгонять их из здания. Однажды я устроился в мини-кафе, которое находилось на территории автомобильной заправки. Моя работа заключалась в приготовлении хот-догов, и наш директор требовал, чтобы я формировал изгиб хот-дога относительно улыбки каждого клиента. Излишне говорить, что долго я там не проработал, потому что более глупого правила я еще не слышал. В моей средней школе были правила, согласно которым вам не разрешали ходить пешком или ездить на велосипеде в школу и из нее, потому что считали это небезопасным. Это при том, что учебное заведение находилось на окраине города, в сельской местности. Только не смейтесь, но в справочнике с правилами так и было написано: прибытие в школу должно быть на школьном автобусе или на автомобиле. Никаких прогулок, велосипедов, тракторов и прочего. И это не шутка. В нашей школе было запрещено собираться группами больше 3 человек, как на территории школы, так и внутри здания. И плюс эти группы должны были находиться друг от друга не ближе, чем 10 метров. Предположительно, это правило должно было способствовать пропаганде антиобщественного поведения или чего-то еще. Однажды всем это надоело, и возле школы собралось около 500 учеников в знак протеста. Они простояли там весь день, даже пропустив занятия. Вскоре правило было отменено. В моей школе всегда была открыта только одна ванная комната из 2 существующих, причем находились они в разных концах здания, а оно было огромным. И каждый день было по-разному. Например, сегодня была открыта одна, но завтра она уже может быть заперта и открыта другая. И так как никто не знал, какая из них открыта в данный момент, при желании вам приходилось ходить по всему кампусу, пытаясь выяснить, какая из них открыта, что занимало около 15 минут. Я работал менеджером в небольшой фирме по оптовым продажам бытовой химии. В основном нашими клиентами были частные предприниматели с небольшим бизнесом. У меня был свой кабинет, в котором имелось 2 огромных окна, поэтому внутри всегда было светло, и я редко включал свет, если только когда задерживался допоздна. Я вроде бы нигде не облажался, но мой босс однажды ввел новое правило. Я никогда не должен был выключать свет в кабинете в течение рабочего дня. Он сказал, что клиенты должны видеть тебя и не испытывать дискомфорта, находясь в полумраке. Я попытался возразить и сказать, что внутри светлее, чем на улице в солнечный день. Зачем включать свет? Но он начал кричать и сказал, что уволит меня, если я не буду выполнять то, что он говорит. Первый клиент, который пришел в тот день, спросил: «Добрый день. О, я смотрю, спонсором вашей фирмы стала местная электростанция». Я засмеялся и ответил: «Нет, это новое правило моего босса. Поэтому с сегодняшнего дня свет в моем кабинете выключается только на ночь». Какое из услышанных правил, о которых рассказывают эти люди, тебе показалось самым глупым? Напиши об этом в комментариях. Подпишись на канал и не забудь поставить лайк под видео, если тебе понравилась эта тема. А сейчас предлагаю посмотреть другие, не менее интересные видео на нашем канале. Всем удачи и пока, ребят!